Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, исправление кризисных ситуаций. В данной теме я показываю, каким образом можно исправить ситуацию, которую можно назвать, например, кризисной, и при этом показываю следующие позиции, которые определены параметрами как бы до кризисной ситуации, да, при кризисной ситуации и, вообще говоря, дальнейший смысл управления, когда она начинает развиваться, такая ситуация, сводится к тому, чтобы понять вообще, почему и для чего эта ситуация, да, возникла, и, вообще говоря, на кого она ориентирована. То есть вот в кризисной ситуации важно выделить объект управления, так скажем, который является фактически целевым звеном. В связи с этим есть очень простой закон выявления как бы на самом деле объекта управления, который, как правило, проявляется в докризисной ситуации. То есть, когда вы на оптической среде воспринимаете все время одну и ту же фактически ситуацию, в виде, например, информации, да, в виде какого-то числа или в виде какого-то действия, и эти действия определены, например, схемой каких-то событий, то есть вы можете сказать уже заранее, что видимо, речь будет идти о чем-то, например, да, что касается вот какой-то конкретной величины. То есть, либо это человек, либо событие и так далее. И вот предвестники данной величины – это обычно светооптические параметры, которые выражены, например, в том числе и в числовой форме, но, как правило, это система, значит, так скажем, оптически плоских линий, как правило. То есть, чтобы понять, что ситуация назревает кризисная, то надо рассмотреть в оптике управления как бы на отдалении определенном от себя, и при этом, кстати, параметр отдаления, он, как правило, тоже не очень большой, буквально исчисляется в конкретных физических метрах от тела человека, где-то в районе 10-11 метров возникает статус какой-то величины, и это обычно небольшие плоскости. То есть, чтобы выявить, вот как, скажем, предвестники определенной, да, кризисной ситуации, нужно очень четко как бы просматривать и воспринимать именно оптическую систему, которая достаточно конкретна. То есть вот в этом плане кризисная ситуация, она отчетливо проявлена, в общем-то, в элементарной, так скажем, оптике, даже в механической оптике. И когда вы начинаете ее впервые улавливать, то здесь надо быть внимательнее и рассматривать все-таки цель, почему данная ситуация развивается, например, в отношении какого-либо объекта информации. Либо это личность, да, человек, либо это вообще событие. Так вот, когда вы начинаете понимать почему, то вы должны, прежде всего, посмотреть на состояние своей души. Вот, например, Бог, который создал весь мир, он же его создал именно вечно развивающимся, а человек с точки зрения своего сознания, своего развития, рассматривает процессы как бы по-своему и видит вот процессы, например, в рамках там развития идей или мысли, как процессы, которые, может быть, имеют как бы замкнутый круг, да, то есть вот мысль развивается, она попадает, например, на первоначальный уровень, и система замыкается. Вот когда круг замыкается, возникает фиксирующий аспект, и здесь может возникнуть неустойчивость, то, что относится, например, к понятию кризиса. Хотя бывает так, что кризис или там количественная какая-то величина, или так называемый кризис, это бывает, что следующий уровень, он сразу закладывается более оптимальным. То есть не всегда понятие кризиса в представлении человека это есть, скажем так, реальный, в абсолютном что ли значении кризис, как правило, это есть выход на какую-то следующую систему управления. Вот здесь надо понять, что душа ваша, как управленца, и душа того человека, вот которого вы, например, спасаете от кризиса, да, или от каких-то серьезных проблем у него самого, значит, эти две души, так скажем, они в определенной точке фактически как бы объединяются в систему решений. То есть возникает элемент любви, который проявлен причем на оптике. То есть любовь, которая является решением кризиса, да, такова, что она начинает светиться. То человек видит свечение, и свечение, оно все-таки опять восприятие переходит на плоскостную фазу. Вот все время идет как бы уплотнение информации с внешней фазы. То есть событие, кризисное возможное событие,
которое находится, предположим, в виде некого там информативного плана, концентрации информации, да, но при этом само событие, как правило, не воспринимается. Вот воспринимается только проективная часть. То есть человек может сказать совершенно четко, что речь идет о том, что, возможно, здесь что-то может произойти, а вот что конкретно, его именно душа человека старается постоянно распределить так управление, чтобы не было, например, фиксировано отрицательной величины. То есть, получается, предвестники кризиса есть, кризиса самого нет, например, да, на уровне прогностики. И здесь важно сделать так, чтобы для исправления этой ситуации, чтобы вот предвестники, если это, например, форма информации, которая, ну, как бы направляет человека на решение все-таки его вопроса, если он, например, не хочет, не реагирует, то он все равно должен получить решение, но в более мягкой форме, да, то есть он должен, в принципе, все равно ради спасения других, всего мира, каким-то образом обозначить информативную константу возможного кризиса. Ну, то есть, если есть проблема технологическая, да, например, там на АЭС, или проблема в личности, или в межличностных отношениях, и здесь, например, нужно другому человеку сказать, да, например, о чем-то, или предоставить какую-то информацию, то можно, например, не предоставлять, но когда информация важнее для другого человека, чем, собственно говоря, сам кризис как таковой, да, то можно предоставить информацию, а кризис как бы сбалансировать, да, как бы выход такого проблемы. Кстати, в диагностике АЭС, чтобы минимизировать вот именно всплеск реагентной зоны, что ли, там, ну, можно сказать так, в реакторе, где есть проблемная зона, и которая может привести, например, к существенной проблеме, там, технологической, то здесь, вообще говоря, такой же используется принцип, что часто другая зона, менее проблемная, как бы вымещается в область, чтобы за счет как бы рычагового такого в оптическом выражении принципа зона наиболее проблемная была рассеяна. То есть большая масса информации подводится в управлении. Кстати, той же самой реакции, например, и мы имеем следующий статус, что, ну, какой-либо, скажем, фактически, вот, так скажем, ценой, что ли, все равно должна быть решена основная проблема. Например, спасение людей, да, на АЭС или там в этом регионе. И поэтому получается, что вот, по сути, понятие кризисной ситуации – это есть некое движение возле какой-то, возможно, узловой проблемы. То есть в кризисных системах всегда существует акт движения в сторону спасения. И когда вы это понимаете логически, то у вас получается, что всегда есть обоснование, почему, например, какой-то кризис произошел, да, или там мог бы произойти, и всегда есть понимание, что на самом деле это, ну, в общем-то, даже не кризис как бы вовсе, а просто-навсего решение вопроса, ну, причем того вопроса, который, например, иначе не решался. То есть, либо не было времени, там, либо вы не обращали внимания, а вопрос был сложный, и надо было обязательно сделать целевое управление. И тогда получается, что вот когда многосложный вопрос концентрируется в задаче решения, то тоже возникает характеристика, близкая к кризисной. То есть это сочетание массы событий, а при этом первичная цель спасения человека и всех сразу, да, и одного одновременно, она всегда присутствует у каждого человека. Получается, что вот этот как бы завязанный клубок, как бы вы ни двигались, он постоянно ориентируется на спасение этого человека конкретно. То есть душа человека, вообще говоря, всегда направлена на спасение вот как по изначальной сути. То человек находится ближе к изначальной сути, то есть ближе к Богу, когда он ориентирован, например, скажем так, даже на любое действие, но в перспективе направленное на спасение всех. То есть есть понятие направленное в будущем, то есть он развивается так, что он будет в будущем всех спасать. А вообще говоря, в каждом действии есть уровень макроспасения, то есть всеобщего спасения. Получается, что приближенная фаза, то, что происходит в любом случае у человека по структуре его души, а отдаленное то, к чему он приходит на уровне там, моральных принципов управления. И получается, что вот, существует так называемое растягивающее в две стороны звено управления, где приближенная часть это через макроспасение безусловный уровень управления,
притягивает фрагмент управления, который тоже относится к кризису, ну как бы к себе, а отдаленная часть, она выводит на уровень, например, ну, некой отдаленной среды. И когда вы начинаете видеть вперед, как бы смотреть на эту отдаленную как бы среду, вы все равно видите себя, причем совершенно четко. То есть вот полностью открывается структура вашей личности, когда вы имеете дело именно с, возможно, кризисной ситуацией. Причем она открывается для вас. То есть вы видите свою личность значит, в том плане, что физическое тело воспринимает структуру внешней информации. То есть на уровне зрения оптического, вот этого скрытого или ясновидящего зрения, в момент развития кризисной ситуации вы очень четко видите именно себя. Это тоже один из признаков возможной кризисной ситуации. То есть вы в управлении начинаете видеть себя на уровне решения задач. То есть если расшифровать и опуститься в эту позицию, а так как душа постоянно начинает расформировать события, то внешнюю ситуацию вы можете не увидеть, но вы можете понять, что вы видите себя. То есть это вот есть понимание, которое Бог дает каждому человеку, ну как бы естественная, что ли, система поведения. И вот когда вы начинаете здесь видеть, что вы взаимодействуете, предположим, с внешним миром так же, как взаимодействует Бог, по крайней мере, вы должны к этому стремиться и стараться реализовывать также движение, то видно, что часто ради спасения какого-то конкретного человека, ну, можно перейти к такой минимизации кризисной ситуации, что она, вообще говоря, для вас не имеет никакого значения. То есть вы на нее смотрите, ну, как бы совершенно как на ситуацию, даже не стоящую внимания. Вот когда вы начинаете отделять от себя, да, структуру кризиса как структуру, ну, в общем-то, не заслуживающую, в общем-то, даже внимания, то есть вы начинаете приближаться к себе, то есть вот сначала вы рассмотрели вашу личность в структуре возможного как бы антикризисного, так скажем, управления, потом личность на управлении, информативная структура личности, скажем так, приближается к вам, то есть фактически вы видите, что ваша личность неразделима ни в физическом уровне, ни на информации. То есть для того, чтобы преодолеть кризис, нужно держать такое управление, что информативный элемент сознания, то есть сегмент сознания, вот которым вы управляете, и значит, который воспринимается четко как вы сами, но на информации, да, вы четко видите себя. Если вы присмотритесь, вы можете просто как на картинке, скажем, да, увидеть все, что делаете вы сами. То есть это, между прочим, вот тоже одно из обоснований, почему в каких-то кризисных ситуациях человек видит некоторые вещи, ну, как бы по-другому, или очень прозрачно, или как-то вот именно с выявленными прогностическими возможностями, или там самодиагностирующими системами, потому что в этом случае вы видите фактически свое отражение в действии по преодолению кризиса. А здесь и действие души, где душа расформирует вообще информацию о кризисе, то есть получается уловить, собственно говоря, саму информацию лично для человека сложно. В данном случае я имею в виду аспект лично человека в первую очередь, но по большому счету любого человека задевает любая проблема и любой кризис. И, например, в случае, если есть, ну, даже вот нарастание некой болезни, да, признаков болезни, то здесь тоже можно на совершенно ранних уровнях определить, что назревает какая-то проблема со здоровьем. Как правило, между прочим, эти проблемы очень ранние, там буквально они могут начинаться за 5 лет до формирования даже первичных признаков. И если, например, смотреть на информацию, ну, собственно говоря, постараться понять, как расформировать возможную болезнь человека, то надо смотреть по следующему принципу. Это есть принцип по интервалам времени, например, там 10 лет, 15, 25 и так далее. И здесь вот градация в основном выводится на уровне 5 лет. Бывает еще 3-летняя градация, но тогда надо улавливать период, например, там 13 лет, 16, да, 19, а дальше надо, например, уже 25 опять и так далее. То есть здесь надо как-то улавливать соединение, например, числа 3 там, с пятеркой, то есть получать, в принципе, восьмерку. Вот, антикризисная величина, которая состоит из 2 фрагментов управления. И вы начинаете, как бы перебирая эти интервалы, ну, кстати, то, что я сказал, это конкретно есть 2 типа управления.
Значит, и, в принципе, можно, конечно, работать через четные величины, но здесь важнее выработать даже не систему величин, там четные числа или нечетные в числовом антикризисном управлении, а посмотреть, как величина рассеивается при приближении к кризисной зоне. То есть, чтобы продиагностировать зону, достаточно как бы какую-то системную величину выдвинуть на уровень структуры. Ну, например, человек, да, двигая, например, там, число 8, какую-то систему, или там можно, предположим, рассматривать 5 плюс 3, да, то есть просто пятерка и тройка. Вот свечение двух величин показывает орган, который, например, требует управления, да, чтобы не было, например, возникновения некого заболевания, пусть даже в отдаленном периоде, там, через 10, 15 или там, 25 лет. То есть очень четко выявляется структура проявления, значит, ну, возможные проблемы, может быть, даже не заболевания часто. А, например, вам нужно просто сделать дополнительное управление, чтобы резерв увеличить, потому что у вас другие, более сложные там какие дела, которые дают нагрузку на конкретный орган, тогда вы лучше, если сделаете сейчас управление. То есть это, как правило, речь всегда идет сначала о том, что вы должны в какое-то время себе добавить уровни образования фактически, да, в свое будущее, чтобы вы были подготовлены к какой-то ситуации и перенесли ситуацию спокойно. В реальной жизни, естественно, что мы, сталкиваясь с системами управления разного типа, значит, можем решать как бы двумя путями. Получается, что либо заранее много работать в структуре вперед, то есть просто находить время и у кого есть достаточно времени, спокойно прорабатывать каждую там, волнующую ситуацию, да, которая логически существует, или информативную ситуацию. Но есть, правда, еще один момент для тех, кто очень занят и делает очень много работы. Для тех нужно как бы преобразовать ситуацию вперед, то есть сделать как бы захлест, выйти из-за структуры информации кризиса. Например, вот область кризисной ситуации, то есть она обычно имеет оттенки ну, некого свечения, как фиксированная величина, говорящая о факторе события. Вообще о чем речь? Само событие, как правило, не проявляется, но есть второе дно. Почему кризис происходит в отношении этой величины? И вы проходите, не касаясь двух структур, просто делаете как бы захлест информации, проводите оптику, начинаете светить как бы извне. Да? Бог что делает? Он освещает события. И человек в этом свете начинает ориентироваться, находить решение. То есть в данном случае вы делаете аналогично, просто локально, да, в своей системе, хотя при этом вы делаете уровень макроспасения, выводите как бы элемент, фрагмент сознания на отдаленный план и начинаете светить. Тогда получается, что эти величины, то есть правильная фаза, динамичная фаза, они начинают взаимодействовать, и происходит, в принципе, решение, но при этом решение может быть достаточно конкретным. Если величина кризиса такова, что вам нужна совершенно ну, определенная, да, скажем, четкая информация, но при этом вы, например, знаете, что для спасения, да, ну, конкретно того человека или макроуровня одновременно в этом действии, то есть макроуровень можно спасти априори, да, то есть просто в действии, но здесь имеется в виду одновременно. Нужно все-таки показать некую более универсальную константу, то есть ну, показать существо дела, то получается, что вот в антикризисном варианте вам, видимо, здесь уже надо будет, ну, там, создав себе будущую цепь событий фактически, решить, что вы должны будете показать информацию сполна, хотя в ну, как бы уровне логического плана, возможно, данную информацию не надо там, как бы визуализировать. Да? Тем не менее, вот здесь существует такой аспект, что для спасения часто нужно визуализировать информацию, которая такова, что с ней вам придется какое-то время, может быть, даже долгое работать. И вот посткризисное управление в чем заключается, что существуют так называемые остаточные системы ну, после там, любого кризиса, что говорит о том, что есть ну, некие воспоминания, есть некие структуры, которые вытягивают вас, ну, что ли, в плане памяти, то есть удлиняется структура линий памяти, там даже можно увидеть на информации, а тогда идет удлинение клеток, и вы начинаете испытывать нагрузку. Но в любом случае человек, конечно, должен все помнить, но здесь в данном случае не просто
память, а именно удлиняется система как бы доступа к этой информации. Потому что чем больше вы продумаете, тем вы как бы дольше до этой системы доходит в следующий раз. Кстати, обратите внимание, проблема, которая такая длительная, да, каждый раз, когда вы начинаете ее продумывать, она как бы еще тяжелее становится, если вы ее воспринимаете как тяжелую. Тогда надо сделать очень простой ход. Не идти там по уровню уплотняющейся оптики, а взять и обойти и зайти с точки решения, и все. Это делается элементарно. То есть проблема удлиняется, выделите эту оптику, она движется как бы как некий мешок, да, втягивается и все больше закручивается, как именно как бы такая тяжеловесная проблема. Хотя здесь можно еще сказать, что она как бы самозахватывающая. То есть эта информация, при приближении к ней вы видите, что ваш информативный контур оптический начинает захватываться, как бы втягивается в структуру более глубинного, отдаленного взаимодействия. То есть контроль уменьшается, устойчивость, да, уменьшается. Тогда бывают очень простые, такие, но радикальные системы, которые часто выражаются словом, там, элементарным действием или элементарным просто управлением. Тогда вы заходите в узловую систему как бы извне, и это действие совершается. Для этого вам нужно просто иметь очень высокую скорость, значит, именно в этой точке. То есть вам не нужно развивать оптический импульс как бы от вас, от физического тела, да? А достаточно увидеть, где уровень развития какой-либо информативной ситуации, то есть воспринять. И, как правило, это где-то находится возле физического тела, на расстоянии сантиметров 25. И вы начинаете делать следующим образом. Поставите в этом случае, чтобы преодолеть кризис, область управления как бы вдалеке сразу от себя и покажете себе, что вы видите движение, как бы собственной системы воли, так скажем, что ли, да, по управлению. То есть вы должны выделить волевой контур. Когда вы это делаете, то есть показываете, скажем, просто себе, что вы это делаете, вы можете вполне видеть, что действие совершается. То есть это вообще картинка становится совершенно явной в управлении. И вот не обязательно, конечно, иметь кризисов, чтобы даже, делать управление. Более того, цель управления не допускать реальных, то есть существенных кризисов. Вы при этом начинаете делать такое управление, что вся управляющая среда, она становится практически направлена на решение вашего вопроса. Вот именно в антикризисном управлении здесь важно, чтобы первичный импульс и движение за импульсом как бы волевого аспекта управления, все эти системы постоянно увеличивались. В конечном итоге вы так делаете, что вся структура мира начинает преобразовываться в вашу систему реальности, и вот здесь вот возникает точка преломления. Она очень отдалена от вас, на самом деле идет управление из души, то есть душа переходит на фактически следующий или какой-то один из уровней, где вы эту задачу уже решили, и причем давно. И решили, причем вот именно так, как вы ее видите сейчас. То есть вы начинаете видеть, что в душе есть очень четкие прогностические системы, но они выражаются именно в решении задач. И вот когда вы начинаете подключать, систему решения к своим нуждам, то ответ приходит, как правило, очень быстро и, в общем-то, элементарно. То есть, как делает Бог в решении структуры управления? Он из души, которая знает, да, из личной своей души, души Бога, именно систему управления, берет, какой-либо сегмент информации, начинает его развивать, и получается, что динамика, то есть движение структуры, это все равно, что точка покоя. То есть для Бога что движение, что точка начала, да, что точка следующего уровня, это одно и то же. И вот получается, что в системе как преобразования информации, при этом так и в действии. И здесь получается, что когда вы делаете то же самое, вы можете избежать кризиса как бы до его свершения по существу, так скажем. То есть фактически Бог так построил мир, что любая кризисная ситуация это вообще говоря, решение какого-то вопроса, вот, который мог бы быть более сложным, более как бы проблемным. И получается, что вот этот уровень, собственно говоря, как бы следующего дна, да, какой-то ситуации, это тот уровень, что
А если человек, например, научился решать эти вопросы, то он начинает больше управлять, и он не идет по уровню уплотнения информации. Если он втягивается, то есть какие-то у него чувства печали, там депрессии возникают, тогда получается вот следующее дно еще более глубокое, да, затягивает. То есть логически я объяснил, почему это происходит. Концентрация информации дальше выше. И когда вы начинаете, например, вот эту вот, собственно говоря, закрутку информации на себя, потому что человек все переводит на себя, он всегда строит себя, по сути, душой. Почему душа все знает вперед? Потому что она, кроме того, что строит физическое тело, да, дух, сознание, какие-то системы реальности, она еще и должна при этом строить правильно. И вот когда вы втягиваете в систему уплотнения отрицательной информации, то строительный материал-то, получается, идет уже, видоизмененный, вам приходится еще ставить какие-то шлюзы, фильтры, переваривать, улучшать, и тогда идет вот эти фотонные системы автоматически на ваше тело. И если посмотреть на то, как строит Бог, он себя строит, фактически так же он строит физическое тело за счет того, что следующий уровень, который он воспринимает как динамический, он переводит на себя, но это же его восприятие. Он может не воспринимать как динамический, он может воспринимать как статический. И быть тогда вечным просто без динамического, да, в данном случае какого-то действия или проявления. Так вот, отличие человека в том, что он просто все время находится в динамике действия, да, развития физического тела в бесконечность, но при этом система захвата, она та же самая в управлении. И поэтому здесь нужно просто приблизиться к технологии Бога. То есть, или вообще говоря, точно даже сделать лучше, так как делает Бог. То есть приблизиться можно по-всякому, вот сделать точно, это нужно, чтобы статичная величина и динамичная были одинаковыми в вашем восприятии. А это очень отдаленный свет, это опять свет Бога, где Бог дает вам истинные знания, но сразу вам полностью. И вот когда вы начинаете это осознавать, то есть полностью личности, физическому телу, всем событиям, даже вашим событиям, когда вы начинаете это осознавать, вы из кризисной ситуации выходите. То есть вот сам выход, он именно тем характерен, что вы начинаете воспринимать внешний управляющий поток, который внешний, да, давит на вас, некая ситуация кризисная. На самом деле это есть ответ, решение, которое находится в более плотной массе информации. То есть решение более светлое, да, система менее она плотная, и она обладает функциями как плотности в приближенном уровне, то есть вы, когда воспринимаете вот себя, то это плотная величина, на отдалении это разреженная величина. То есть, чтобы понять, какая вообще оптика решает проблему кризиса. Надо просто посмотреть на величину возможного кризиса и также дифференцировать, вот как я сказал, если в плотной фазе какой-то сигнал ближе, а значит в разреженной дальше от одной точки, это и есть точка решения кризиса. И в диагностическом плане это очень, вообще говоря, элементарное действие. Вы должны эту точку перенести дальше в узловую часть кризиса. То есть найти систему буквально если это люди, то конкретно какие люди, где, и точку стараться им вывести на управление. То есть присовокупить систему событий и дать то управление, чтобы человек увидел, как вообще он может решить свои собственные проблемы в этой ситуации. И, как правило, когда вы такую структуру знаний передаете, то кризис расформируется, потому что если речь идет о человеке, то он это увидел, да, и как-то вам помог, или вы пришли на общую точку зрения. Если речь идет о событии каком-то, то в данном случае идет нормирование структуры событий. При этом нормирование может быть очень конкретное, следующий кадр буквально мгновенно становится в том месте, где только что была проблема. То есть смена реальности происходит практически мгновенно с очень большими массивами. Например, перед вами завод, где есть реактор, пусть даже передвижной маленький, он может, например, взорваться или дать радиоактивное загрязнение.
И вот как бы жесткое передергивание именно кадра, как бы, да, в управлении, то есть вы берете и передергиваете фактически там вверх-вниз, делаете такое как бы мощное локальное именно движение, то вы получаете другую систему, то есть там уже нет там типа трещины в этом реакторе и так далее. То есть вы можете увидеть, что вот такими системами можно работать с очень большими массивами информации, ну, на физическом плане, предположим. Вообще говоря, надо уметь работать, естественно, со всей информацией мира, но когда вы работаете с локальными величинами, то получается, что здесь вы можете иметь, в общем-то, тот характер, что локальная величина часто кажется более проблемной вот, в управлении. И вот этот как бы психологический аспект, да, управления, он в том и заключается, что ведь для человека вот есть бесконечное количество информации. Да? Информация кризиса – это вообще-то часто, во-первых, это только одна из частей бесконечного, то есть это уже конечная величина, да? А по сравнению с бесконечно большим количеством вариантов, ну, это как ближе к тому, что в математике, какая-то конечная величина становится бесконечно маленькой. То есть часто, чтобы решить кризисную ситуацию, можно просто обратить внимание на окружающую среду, там, на природу, на какие-то системы больших массивов, да, звездное небо, просто отвлечься. То есть точку зрения переставить на внешнюю информацию. И тогда получается, что вот этот уровень, который как бы замкнут на вашей личности, он начинает проскальзывать, кризис начинает расформироваться. При этом вам нужно на это смотреть, то есть вам надо наблюдать, уметь наблюдать и даже корректировать в процессе расформирования, значит, как исправить, да, как это исправлять. То есть на каждой фазе надо еще и контролировать. Проще всего работать на том, что дух приобретает статические свойства, что тоже необычная, да, система для духа. Тем не менее, это делать просто сознанием, логической фазы сознания смотрится на структуру души, на статику, и духовная фаза, ну, как бы принимает на какое-то время такой же вид. Тогда получается, что вся оптика, значит, некого кризиса, возможно, упирается в духовный статус. Для нее это необычная ситуация, потому что любая кризисная ситуация, для информации, да, вот этого кризиса, это есть структура жестких величин. Динамический дух в статичной фазе. Возникает неестественная среда, да, взаимодействия оптических форм информации. И тогда, получается, сам кризис, он начинает расформироваться, потому что, во-первых, есть духовная фаза в решении, даже не логическая, там, не какая-то иная, а именно дух решающий, а это, как правило, очень быстро. И стоит только кризисной фазе приблизиться к именно духовному плану, то возникает спонтанное, иногда очень быстрое решение. Правда, здесь надо видеть еще и структуру стереотипа поведения. То есть, значит, почему в какой-то ситуации происходит какое-то конкретное действие. То есть здесь желательно, значит, рассматривать очень пристально все системы влияния, да, особенно, вот, например, там, в день возможного кризиса или там, может быть, чуть пораньше, то есть стараться понять, откуда исходит система влияния на вас, потому что ведь кризис – это все-таки определенный уровень влияния на вас, ну, в той или иной степени, в том числе в том плане, что вы можете знать какую-то информацию, да, но при этом вы считаете, что они, например, не следует говорить или не надо особенно заниматься ее каким-то преобразованием. Но если это действительно нужно для мироустройства на фундаментальном плане, там, для вечного развития, а вы такую ситуацию рассматриваете как то, что вы, ну, там, в будущем, возможно, что-то скажете, или вам, может быть, надо намекнуть или сделать действие минимально, чтобы кризис не было, а вы, например, ну, там, не делаете быстро, да, или в нужное время, то вот начинается фактически синхронизация с развитием мира в бесконечном уровне. То есть, и получается, вот эти вот формы движения, вот этого плоскостного больше, они начинают как бы выдавливать ваши планы какие-то, да, более линейные. То есть некая форма многообразия. Линейным планом я называю просто какие-то любые планы. А вот эта форма многообразия, она начинает как бы вот, ну, стараться взаимодействовать с вашими планами, чтобы их как-то видоизменить. Потому что в какой-то момент вы линейность, значит, ну, как бы не выдержали. То есть на какую-то ситуацию не обратили внимания. Получается, что
вот этот вот кризисный фактор, он начинает фактически очень четко проявляться на уровне, ну, как я сказал, там, проекционных приближенных систем, но при этом всегда существует решение именно по более разреженной фазе. Здесь уже, если вы работаете на отдалении от себя, на далеком уровне, то более разреженная фаза, как правило, это есть уровень именно решения вопроса. Хотя бывает, что бывает и такой вариант, что мелкие, как бы зернистые структуры более плотных фаз информации тоже есть решение кризисной фазы. То есть, чтобы фазу кризиса, например, суметь преобразовать просто на оптике, надо, не выделяя формы события, то есть вот есть события предкризисного типа, да, некие параметры, маркеры. А сам кризис, он находится как бы в пустой фазе, его не надо визуализировать. То есть достаточно определить маркерную зону. И тогда мы можем, зная, где информация кризиса соприкасается с маркером, с проективной фазой, значит, ну, как бы о событии, да, нам не нужно знать, что за событие, мы вводим туда параметры этих зернистых, мелкозернистых структур, которые, ну, скажем так, они работают фактически как системы, выталкивающие некую неизвестную или прозрачную зону из фазы предкризисного уровня. То есть есть некий уровень, некий кирпичик, да, который находится в неком кожухе, так скажем, информационном. Вот кожух свечения, вот это и есть предкризисная система. Обычно это проекция на плоские системы. Крайне редко кризис проецируется на сфероидальный уровень или на внутреннюю поверхность сферы, ну, как бы преодолевая внешнюю, да, систему. Это, как правило, в случае очень динамических систем или каких-то незначительных систем. Значит, но бывает, что здесь возникает иногда принцип очень отдаленных систем. Но в основном, значит, в обычной практике это всегда проекция на плоскость. И вот как только вы начинаете видеть плоскостные фазы, будьте внимательнее, где-то назревает, значит, кризисная ситуация. И получается проецирование, значит, вот это вот, ну, которое как бы происходит откуда-то, это все-таки тоже некая величина, да, некий источник информации или там энергии, так можно сказать, то надо посмотреть, как правило, в чем же структура данной энергии, то есть каким образом вы видите источник. Ведь в источнике всегда есть решение. И когда вы начинаете видеть, собственно говоря, ну, нормальное, что ли, нормированное решение вопроса, то вы приходите к тому, что Бог так как раз таки и создал мир, что видя себя, да, вы видите, как вы спасаете другого, уже на духовном знании. И получается, достаточно себя увидеть в системе решений, вообще говоря, любых, не только там каких-то кризисных или антикризисных систем. Значит, имеется в виду, кризисная система, это значит, где-то возле находится ваша информация, антикризисная это действие. Если кризисная система это некое проявление статики, да, в преобразовании процессов мира, то антикризисная это действие. И когда вы видите себя, то здесь получается, что вы передаете помощь другому. А получается очень логически понятный процесс. Когда вы видите себя, вы в каждом элементе управления даете себе некие знания. Здесь вот есть основной момент в именно управлении, по исправлению кризисных ситуаций, что, значит, рассмотрение, да, своих собственных позиций, анализ, ну, фактически как бы уровень восприятия. Здесь даже речь не идет о неком там диалоге, там нет понятия, это часто вопрос-ответ, а просто самовосприятие. И вот правильное или там, скажем, значит, какое-то общенормированное самовосприятие, то есть восприятие себя в общем плане коллективного уровня управления всех людей, это есть уровень передачи знаний другому. Потому что какая разница, в конце концов, вы смотрите на себя, вы себя фактически обучаете, да, в каких-то ситуациях, или на другого. Ведь источник, который идет от вас, он один и тот же. Свет Бога, божественный свет, преобразованный вашим знанием, проходит, например, в следующий уровень управления. Поэтому вот фрагмент сознания, который, ну, вы считаете своим, например, да, вы видите, что это элемент вашей личности, значит, когда он начинает, например, визуализироваться вами из вашего физического тела, фактически это как бы клеточный анализ.
То есть, если посмотреть картину с той точки зрения, что, ну, как бы наоборот, что клетки – это очень мощный аналитический уровень, то получается, все клетки сканируют всегда структуру будущего развития. И здесь получается, что вы сами себя обучаете фактически своим собственным физическим телом. То есть физическая материя, она самообучается в данном случае, потому что вы видите, в общем-то, следующий статус, что так она создана, что в физической материи тоже есть элементы обучения по вечному развитию. И когда вы это начинаете видеть, то это, вообще говоря, мощный уровень для излечения от заболеваний, потому что когда вы начинаете видеть тот фактор, что ли, развития, свечения вашей физической материи, где вы, например, видите, что она, ну, скажем так, не такая уж однородная, или там, наоборот, может быть, она в некоторых уровнях имеет однотипную систему, но она обладает свойством передавать знания и получать эти знания, например, на каком-то уровне отдаления. То есть клетка может давать знания другой клетке и даже в полевом варианте переводить управление на другую часть симметричную. Вот почему именно симметрично, да, создан человек, потому что передача одного исходящего уровня на следующий, это, вообще говоря, тоже антикризисный вариант, то есть более устойчивая форма управления. И поэтому здесь мы фактически пришли к очень простому уровню. Если даже пронаблюдать, да, физиологически, как устроено тело, то можно увидеть, что здесь как раз-таки все время идут уровни оптимизации. Сигнал от правой руки попадает на левую, но правая, она, в принципе, имеет ту же самую форму, что и левая, и получается, что сигнал, пока он идет от одного уровня к другому, от одной руки, да, к другой руке, он, значит, набирает какие-то знания фактически, да, то есть какие-то оптические элементы добавляются. При этом он попадает на подобную систему, но в другом месте, и, значит, а подобную систему начинает излучать обратно. И получается, что процесс самообразования, приобретения знаний между разными системами – это процесс постоянный. И вот когда вы начинаете видеть структуру этого постоянства, да, вам гораздо проще решать все вопросы. То есть в данном случае вы видите, каким образом, например, процесс управления, вот, который, ну, например, вы применяете, может быть на самом деле увеличен даже в эффективной, что ли, фазе прям сразу. То есть, например, как минимизировать процессы, сделать их очень быстрыми. То есть в данном случае можно видеть, что управляющая величина при развитии все время увеличивается в статусе силы. То есть вы можете вполне увидеть, как управляющий элемент можно развить до, например, там, бесконечного силового фактора. Вот чтобы вырастить орган у человека, значит, ему нужно управленцу делать, значит, управление такое же, как Бог делал, когда орган создавал, да? То есть концентрация очень высокая. И, значит, когда человек рос, то элементы вот этого оптического выражения роста, они складывались постепенно. Это мозаика, да, она постепенно росла, а здесь, чтобы вырастить орган, часто надо сделать разовое действие. Тогда получается, что вы должны управляющий импульс сделать таким мощным, что при начальном уровне развития, буквально там через секунду или через какой-то, значит, интервал времени, который воспринимается как форма мышления, а не как время, да, вы получаете существенно более сильную, что ли, оптическую систему управления. И вы тогда получаете, ну, именно решение вопроса. То есть большой камень можно сдвинуть там маленьким ломом, если, правда, он стоит на скате, да? И получается, что здесь важно выделить ту структуру, которая вот именно дает вот этот, что ли, ресурс. В каждом движении увеличить свой ресурс, статусность и так далее. Так вот, здесь достаточно видеть то, что весь мир развивается всегда синхронно по воле и задаче Бога именно в сторону вечного развития. Но вот именно понятие именно различия от синхронности, да, там, где недостаточно знаний,
это есть понятие, которое позволяет выделить матричные уровни информации. Ну, то есть узловые зоны, так скажем, области, которые дают вот этот постоянный свет, ну, как бы ближе к тому, что называется абсолютно картинный мир. И нам можно для того, чтобы увеличить силу импульса, просто-навсего осветить, то есть сделать так, чтобы зрение или там, скажем, реакция вот этих фаз, вот этих областей информации, она была бы такой, что значит, импульс, который вы задаете, он бы постоянно увеличивался. То есть вот этот свет, он постоянно бы светил на развитие вашего импульса управления. Почему это нужно делать? Часто обязательно увеличивать вот импульс управления свой, потому что в случае кризиса бывает так, что внешние события или не определены, или их может быть много, которые, да, фокусируют данный кризис в управлении. И получается, что поэтому значит, достаточно эффективным уровнем именно антикризисного управления является уровень постоянного наращивания управляющей фазы, то, что именно против кризиса. И вот когда все-таки кризис выявляется, то есть в данном случае я говорил о системах, которые позволяют до выявления по первичным признакам все-таки повлиять на событийную картину. Да? Но часто выявление нужно, чтобы решить вопрос радикально. Или, например, без выявления процесс как бы не решается вообще никак. Это начинает представлять какую-то, ну, например, там, опасность, да, угрозу. Тогда, получается, вы начинаете решать вопрос, и в этом случае вы начинаете подходить к выявлению процесса. Да? То есть, фактически, начало процесса кризисных каких-то систем – это, в общем-то, ваше личное действие, но по решению более сложного вопроса. И поэтому здесь видно аналогия с тем, как делает Бог. Он все делает сам, конечно, он не делает там отрицательных статусов, да, специально, но в коллективном сознании, когда люди не могут делать то же самое, все равно происходит та ситуация, что некие проблемы могут существовать или там увеличиваться, или уменьшаться и так далее. И получается, что вы в данном случае переходите в ту же систему управления, как Бог делает управление, например, там вдалеке от себя или приближенно к себе, и получаете, что когда вы рассматриваете, например, разные фазы управления вашего, то есть сверхбыстро или там сверхсильное и так далее, то фактически вы все равно находитесь на более высоком статусе, в структуре очень простой. Вы все время себя самопознаете. Вот, значит, преодоление кризиса – это очень интенсивная система самопознания в управлении. Вы вынуждены путем фактически там лоцирования, да, структуры собственной души, ведь в кризисе больше человек обращается в первую очередь к себе, к системе именно значит, воспроизводства действия души. И поэтому это фактически, опять же, уровень самопознания. И вот когда вы начинаете преодолевать кризис, то вы можете просто в будущее поставить больше своих собственных знаний. Технология в данном случае очень проста, хотя она выглядит несколько так, скажем, обобщенно. Вы должны в будущее свое собственное зайти и посмотреть, к чему вы должны быть готовы. И уже исходя из этого сегмента будущего, обратным потоком, который увеличивается за счет расстояния, передаете знания себе. И тогда возникает вопрос, куда их передавать. Вот именно в антикризисном управлении очень важно знать, где вы получили знания, получается, свои собственные, и куда вы их положили. В районе физического тела, да? На какую область там тела, или же на область мышления. И вот здесь очень четко видно, почему человек имеет мышление. А потому что положить на область мышления можно бесконечное количество информации. И, следовательно, можно всегда решить вопрос. Вот получается, что логически нерешаемых вопросов не существует, да, в этой технологии. Ну и вообще говоря, по существу. Да? И получается, что вот когда вы начинаете увеличивать элемент мышления, то есть ложить управление на собственное мышление, вы видите, что идет свечение на тело, тело дает обратный как бы гармонический свет, получается, вы находитесь уже во всеобщей даже гармонии. Хотя это можно рассмотреть как общую гармонию. Например, для вас, для тех, кто это воспринимает. Тогда получается, что именно идет всеобщая гармонизация. И вот
уровень вот этой гармонии устойчивый, хотя бы пусть даже несколько секунд для начала, да, это и есть решение, вообще говоря, там, любого кризиса. То есть это оздоровление, это и есть решение ситуации. То есть вот достичь гармоничного состояния именно во всеобщем плане хотя бы небольшое время для начала. И вот за счет технологий, которые я сегодня вам показал, вы можете этого состояния достичь. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.